стопроцентное удачное тесто, из которого получится любой песочный десерт. Сегодня мы приготовили 3. Смотрим. Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале «Найди свой рецепт». Сегодня с большим удовольствием хочу с вами поделиться рецептом песочного теста, который подойдет для выпечки всех десертов, пирожных, тортов. Вы, пожалуйста, захотели пирог, делайте корзиночки, печенье. Все мы с вами сегодня приготовим. Рецепт простой. Изначально мы с вами должны просеять 350 граммов муки. Муку просеиваем, не ленимся, чтобы наша выпечка была нежной и рассыпчатой. Песочное тесто, какое оно рассыпчатое, вкусное. Обязательно добавляем щепоточку соли. Разрыхлитель. Разрыхлителя нужно будет добавить 1 чайную ложку. Если разрыхлителя нет, можно добавить половину чайной ложечки соды. В муку добавляю размягченное сливочное масло. Не добавляйте масло твердым, иначе у нас не получится крошка. Просто перемешиваем муку и масло. Так, думаю, возникнет вопрос, можно ли масло заменить маргарином. Конечно, это ваше здоровье, если желаете, можно, но я советую все-таки использовать для песочного теста сливочное масло. Вот такая крошка у нас замечательная получилась. Для приготовления второй части теста нам понадобится 2 яйца. Вернее, 1 яйцо и 1 желток. Второй белок я буду использовать для крема. Приготовлю заварной крем белковый, поэтому никуда не деваю. Пригодится. Высыпаю в эту же миску вместо сахара сахарную пудру, потому что сахар что-то в последнее время очень долго растворяется, и сахарная пудра меня выручает, скажу честно. Добавлю 100 граммов. Не забываем про ванильный сахар, его добавить нужно обязательно, выпечка с ним очень ароматная. Так, чайной ложки будет достаточно. И все как следует перемешиваю так, чтобы у нас получилась такая пышная масса, воздушная. Перемешаю, чтобы не разлеталась сахарная пудра. Прибавляю обороты. Сахарная пудра взбивается гораздо быстрее. Выливаю нашу жидкую основу в крошку. Нет крупинок сахара. Это очень важно, что тесто у нас будет быстро готовиться. Собираю тесто в ком. Ни в коем случае не нужно это тесто долго вымешивать. Мы просто его должны сформировать так, чтобы оно у нас именно держало форму. Также хочу заметить, что количество муки зависит от размера яиц. Может быть, даже немного придется добавить муки. Тесто у нас должно быть мягким, ни в коем случае не перенасыщено мукой. Поэтому, друзья, пожалуйста, смотрите, обратите на это внимание. Ну, вот смотрю, консистенция нужная. Сейчас подсоберу. Отлично. Давайте ближе посмотрим. Если подлипает к рукам, то можно еще чуток добавить муки. Но вот я смотрю, что как бы у нас все хорошо. В таком виде мы отправляем наше тесто в холодильник на 30 минут. Готовить будем сегодня корзиночки, пирог, печенье. 30 минут пролетят быстро. Тесто я выложила из холодильника, оно у нас не должно быть замороженным, оно у нас просто должно быть охлажденным, чтобы нам было удобно с ним работать. Зрительно я его делю на 3 части, так как мы сегодня приготовим мини-пирог. Сделаем корзиночки и испечем прекрасное, очень нежное песочное печенье. Поэтому я его делю на 3 части, еще раз говорю. Ну, так приблизительно, где-то больше, где-то меньше. Из теста я формирую руками лепешку, так, чтобы нам было его удобно раскатывать. Раскатывать будем толсто. Толщина будет где-то лепешечки у нас 0,5 сантиметра для удобства.
Первые мы будем готовить с вами корзинки, поэтому вот такую толщину мы с вами сделаем, чтобы нам было удобно. Форма у меня для кексов, ну как бы я буду из них готовить корзиночки. Надавливаю. Штучек 5, наверное, мы с вами сделаем. Вот так у нас получается. Переворачиваю нашу заготовку, вдавливаю тесто в форму и формирую по дну. Оно очень хорошо склеивается, и как бы приподнимаю его вверх по форме, разравниваю так, как мне нужно. Поэтому тесто раскатывайте толсто, не тонко, чтобы вам теста хватило. Вот таким способом. Вот как все у нас хорошо, красиво с вами получается. Сейчас поправлю. Дно корзиночки не забываем прокалываем вилочкой, так чтобы оно у нас не пузырилось, не поднималось. Готовим все корзинки и убираю в холодильник минут на 30. Если у вас появляется излишнее тесто, его вот таким способом просто можно убрать лишнее. А если наоборот, вот бывает такой момент, раз вам на какой-то лепесток не хватило теста, вы можете любой кусочек взять и просто здесь как бы сделать заплаточку, аккуратно сравняв все края, так тесто прекрасно клеится, и у вас никто не заметит, что здесь будет заплаточка. Бывают такие моменты, если вы готовите впервые, вот я вам показываю, как это аккуратно можно сделать. Корзинки отправляю в холодильник, пускай они у нас там подстынут, не в морозилку, в обычный холодильник, плюс 2 градуса у нас. А мы тем временем с вами займемся пирогом. Собираем остаточки, убираем их в холодильник. А из холодильника достаю новую порцию теста. Точно так же его разминаю. Так, эти остаточки я убираю опять в холодное место. Холодильник. И по такому же принципу я раскатываю и заполняю форму. Толсто очень я раскатала лепешку, выкладываю ее в форму и точно так же руками распределяю аккуратненько. Что-то будет вылазить наверх, наружу лишнее, конечно, я это все убираю. Разминаю, заполняю форму. Стараюсь как можно так ровнее, чтобы близко-близко у нас тесто располагалось к форме. Собираю все маленькие остаточки, прибавляю их к остаткам от корзинок и сейчас буду раскатывать верх пирога. Также формирую лепешечку. Все это просто и безумно вкусно. В этом случае раскатаю лепешку чуть-чуть тоньше. На ней выдавлю такие рисуночки красивые, симпатичные снежиночки. Так, наверное, мало будет, поэтому еще потоньше раскатаю. Так, чтобы вот это верх у нас был закрыт. Так. И выдавливаю всякими фигурками. Вот такие красивые штучки. Большие, где-то маленькие, всякие разные, так чтобы было красиво. А начинка у нас будет очень простая. Здесь у нас 3 столовых ложки варенья, добавляю резаное кубиком яблоко, к варенью добавляю 1 чайную ложечку крахмала. Также добавляю яблочки и все как следует перемешиваю, так чтобы у нас здесь такая масса получилась вкусная, ароматная, и, конечно, чтобы она у нас из пирога не вытекала. Добавлю еще яблок. По такому же принципу прокалываю тесто в большой форме. Она у нас такая, конечно, не очень большая. Выкладываю начинку. Какая же она вкусная, аппетитная. Друзья, начинка может быть из любых фруктов, из любых ягод, вареньев. Пожалуйста, что у вас дома есть в холодильнике, используйте. Здесь у нас вот малинка такая и с ягодками, прелесть. Мороженые ягоды подойдут, но их нужно будет предварительно подсушить.
Так, вот аккуратно с помощью скалки я перенесла. Точно так же лишнее тесто, если остается, мы его убираем с краев. Распределяем цветочки по пирогу, аккуратненько так приклеиваем их нажатием небольшим, так чтобы у нас было красиво все. В таком виде пирог я отправляю в разогретую до 180 градусов духовку, а мы с вами продолжаем выпекать печенье. Все остаточки собираем. Последняя порция у нас осталась на печенье. Печенюшки мы с вами сделаем из детства. Вот эти формы, когда была совсем маленькая, они у меня вот живут до сих пор. Кое-какие сломались, но сердечко, цветочек и еще звездочка такая полуживая. Обязательно их будем использовать. Приготовим вкуснейшее печенье. Как раз у нас там сейчас подстынут наши корзиночки. И печенье и корзиночки мы будем выпекать одновременно. Я раскатываю. Кто как любит печенье. Кто-то любит, чтобы оно было хрустящим. Кто-то любит, чтобы песочное было печенье мягким. Поэтому толщину регулируйте, как вы хотите. Любите хрустящее, а раскатывайте потоньше. Примерно так же раскатаю, где-то 0,3-0,5. Такой средний. Сейчас будем выкладывать на противень. Пирог у нас будет готов, и сразу же за пирогом в духовку у нас пойдет печенье и корзинки. Друзья, пирог у нас выпекался 30 минут при температуре 180 градусов, затем 10 минут я его еще держала на выключенной духовке. Обратите внимание, он у нас не подгоревший, очень мягкий и нежный. Сейчас мы обязательно с вами его попробуем. Печенье и корзиночки я выпекала при 200 градусах. Все у нас остыло, я сняла формы, все великолепно у нас получилось, ароматно, очень вкусно. И сейчас корзиночки я буду начинять. Начинять буду бананом и приготовила белковый заварной крем. Вы можете приготовить свою начинку. Как готовится белковый заварной крем, смотрите, пожалуйста, на нашем канале. Ссылочку я дам под видео. Вместо бананов это могут быть ягоды в летнюю пору. Пожалуйста, друзья. Насадочки можете брать любые. Вот такая красота у нас получилась. Сверху я украшу тертым шоколадом. Также можно будет вот такие молочные шоколадочки сюда положить. Я буду сейчас оформлять все корзиночки. Ох, какие они аппетитные, красивые. Наслаждение. Корзиночки с детства. Как же я их обожаю. Такие нежные и рассыпчатые. Неповторимый вкус выпечки. Как же это вкусно! Я бы сказала, об этом можно не только мечтать, но и быстро приготовить вместе с нами. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, найди свой рецепт, поставить лайк за сегодняшнее видео и нажать колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. До новых встреч! С вами была Елена. До свидания!